Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Украина в энергетической блокаде и хочет наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам визита своего коллеги в Киев. Борис Леонидович, каковы реалии и реальные объемы возможных поставок? И есть ли под этими словами газ? Максим, на самом деле эта тема всплывала где-то приблизительно год назад, когда многие гадали на ромашке, на кофейной гуще, будет продлен транзит, не будет продлен транзит. И тогда мы уже все это проговаривали, выясняли. Газ, добываемый на Ямале, Уренгое, Самотлоре, вполне может быть азербайджанским. В том случае, если азербайджанская компания, причем это не обязательно должен быть даже государственный СОКАР, State Oil Company of Azerbaijan Republic, какая угодно еще, четко выполняя указ президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года, газ за рубли, приобрести его имеет полное право где угодно, лишь бы были рубли на счету «Газпрома». Сейчас, если позволю себе напомнить, можно рассчитываться не только через «Газпромбанк», еще несколько банков новыми указами президента тоже могут предоставлять такие услуги. Все. Дальше все в обычном режиме. Указания от владельца газа азербайджанской компании в адрес «Газпрома» оказать транзитные услуги по такому-то маршруту в таком-то объеме. Все это мы обсуждали, правда, тогда газоизмерительная станция Суджа работала вполне исправно. Сейчас ее просто ликвидировали в результате всего, что там происходило. И трубы там по другому назначению использовались, и как угодно еще. Но газоизмерительная станция Сохрановка, о которой так много и часто вспоминали, которую отказались обслуживать украинские специалисты, вполне может быть использована. Ничего нового, все совершенно корректно. Почему об этом заговорил вот этот упомянутый вами господин Галущенко, тоже более-менее понятно. Из отопительного сезона Украина вышла практически с пустыми подземными хранилищами газа. Заполнять их сейчас не совсем понятно как. Прямые поставки из России прекращены, транзит из России прекращен. Значит, покупать надо газ физически у европейских компаний. Входных магистральных газопроводов, собственно говоря, всего два. Из Словакии и из Польши. Можно ли ожидать, что Словакия даст газ в том объеме, который необходим Украине на отопительный сезон? Это вряд ли, потому что это тот же российский газ, который идет по крайне замысловатому маршруту по турецкому потоку до границы с Болгарией. Дальше начинается болгарский поток. Неблагодарные болгары почему-то решили, что название турецкий поток им не нравится. Идет транзитом через территорию Болгарии, через территорию Сербии, приходит в Венгрию, транзитом через территорию Венгрии в Словакию. Это, собственно говоря, заодно ответ на вопрос, почему котировки стоимость природного газа на Украине выше, чем в Европейском Союзе. Все-таки Европейский Союз, мало какие страны вот по таким маршрутам получают газ. Мощности здесь невелики, нужного объема просто не успеть, даже если очень хочется. И второй вариант – это из Польши, но там и магистраль не настолько мощная, и Польша, при всем нашем огромном уважении к этой замечательной стране, такие объемы вряд ли сможет поставить, несмотря на все то, что у нее в наличии имеется. В наличии у нее действительно вроде бы как все хорошо. Есть собственная добыча, есть замечательный магистральный газопровод Baltic Pipe, по которому приходит норвежский газ. Есть СПГ-терминал в Свиноujсце, годовая мощность почти 5 миллиардов кубометров. Есть новая магистраль, связывающая с газотранспортной системой Литвы. Там тоже мощность порядка 2,5 миллиардов кубометров. Но та магистраль, которая ведет на Украину, такой мощности не имеет. И что бы ни рассказывали киевские руководители о том, что у них все получается прекрасно без российского газа, можно, конечно, слушать, но надо понимать, что, собственно говоря, ничего не получается. Из Словакии невероятным крюком приходит тот же российский газ. Не напрямую,
по понятно каким ценам из Польши. Ну, это даже не поставки, ну, если там на 20-30% смогут удовлетворить, то все хорошо. А так, по документам все будет проведено совершенно замечательно. Азербайджанская компания поставляет свой азербайджанский газ, можете проверять, вот все документы об этом имеются, вот переход собственности, с того момента, как рубли на счет «Газпрома» поступили, все это собственность нового владельца. Другое дело, что с таким же успехом этот газ может оказаться не только азербайджанским, но и южноафриканским, новозеландским, каким угодно еще. Какой-нибудь удачливый трейдер, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах, тоже имеет полное право поставлять свой объединенный арабский газ в подземное хранилище Украины. Никаких проблем не предвидится. И, на мой взгляд, оговорка Галущенко о том, что он готов предоставить подземное хранилище для хранения азербайджанского газа, говорит о том, что у киевского руководства есть надежда этим газом еще и приторговывать в реверсном направлении, в ту же Словакию и так далее, и так далее. Говорит ли это отрезвление киевских руководителей? Ну, хочется верить, что да. Говорит ли это о том, что Азербайджан совершает какие-то преступные действия, противоречащие интересам России? Нет. Если у него есть возможность покупать газ за рубли, ну, хорошо, покупатель как покупатель. Так что ничего нового по сравнению с тем, что происходило год назад, разве что кроме того, что исчезла физическая возможность использовать газоизмерительную станцию в Судже. Ну, так уж сложилось, что газоизмерительная станция Сохрановка, которая находится внутри России, ну, которую совершенно спокойно можно проверять, измерительное оборудование никуда не делось. Это территория Луганской Народной Республики, здесь все в порядке. Если покупатели нашего газа, азербайджанская компания, своих контролеров на эту газоизмерительную станцию командирует, они будут видеть все объемы, которые уходят в адрес покупателей этой азербайджанской компании. Все на своих местах. Другое дело, что тогда прозрачность ситуации, что Украина, которая прикрутила еще при предыдущем президенте, по-прежнему пользуется российским газом. Контрмеры тоже очевидны. Даже если не будет хватать газа, чтобы удовлетворить спрос физических и юридических потребителей, ну, у киевских властей есть эксклюзивный, вряд ли где-то еще имеющийся вариант, как решить все проблемы. Отдать еще 3-4 области, чтобы Россия с ними сама мучилась, обеспечивала газом. Ну, такое себе пока никто позволить не может. Киевские власти могут. Сейчас вот не будет хватать газа на какую-нибудь там Сумскую или Днепропетровскую область. Ну, нет проблем. Пусть Россия сама мучается. Мы помучаемся. Мы такие. Так что, вот, собственно говоря, вся ситуация. Сколько времени займет? Понятно, что для того, чтобы вот, все эти маневры ушли в тень из, так сказать, общественно-политического дискурса, ну, здесь пропагандистской машине и Евросоюза, и, соответственно, Украины придется изрядно поработать, чтобы объяснить, какую-нибудь сказку придумать. Там из раздела «Газпром» должен многие-многие миллиарды долларов, и вот из него Азербайджан выкачивает газ. Отличная версия. Помимо вот взаимодействия с Украиной, очень часто говорится о том, что Азербайджан готов заменить российский газ не только для Украины, но и, собственно, для всей Европы. Но разве у самого Азербайджана нет проблем с газодобычей? А то говорят, что там и добыча, собственно, не то чтобы растет, а даже, может быть, чуть-чуть падает. Ну, давайте по порядку. В Азербайджане есть два источника газа. Один персонально европейский, морское месторождение Шах-Денис. Вот там действительно весь газ, который добывается, отправляется по в системе магистральных газопроводов ТАП-ТАНАП с этим невероятным маршрутом, невероятно дорогой проект, морское месторождение, трубы идут по дну Каспийского моря, выбираются на сушу на берегу Азербайджана, под Кавказским хребтом проходят в Грузию, ныряют в Черное море, выныривают на территории Турции, проходят всю Турцию до границы с Грецией
из Греции маршируют в Албанию, там еще раз ныряют в море, теперь уже Средиземное, и выныривают в Италии. Первоначальная смета этого проекта составляла 48 миллиардов долларов, но потом, по сообщению Сакар, конечно, финансировал не только Азербайджан, там и европейские компании, участники проекта «Шах-Денис» финансово тоже участвовали. За счет, так скажем, улучшения, модернизации и прочего удалось снизить сметную стоимость до 42 миллиардов кубометров. До 42 миллиардов долларов, простите, доллары, кубометры. Годовая мощность 16 миллиардов кубометров. Ну и, соответственно, возникает вопрос, сколько газа нужно прокачать, чтобы вернуть инвестиции, которые пошли на прокладку вот этого невероятного газопровода Таптанап. Понятно, что Азербайджан напрямую заинтересован в том, чтобы действительно все, что добывалось на Шах-Денизе, уходило желательно даже не в Турцию, а действительно куда подальше, в Европу. Изначально из 16 миллиардов кубометров 6 миллиардов должно было оставаться для турецких потребителей, а остальное уходить дальше. Если с Турцией у Азербайджана, у компании «Сакар» и компании «Боташ», государственная газовая компания Турецкой Республики, долгосрочные отношения, то все, что происходит на европейском рынке, ну, хорошо известно. Биржа TTF, ценообразование все там, какое будет, такое будет. Понятно, что в результате того, что стало происходить в 2021 году, энергетический кризис, когда стоимость газа в Европе, уверенно, к концу 2021 года добралась до $2000 за кубометр, к сентябрю 2023 года до $3000 за кубометр. Ну, так скажем, это непредвиденные доходы, которые позволяли быстрее окупать вложения в Таптанап. Ну, сейчас сказать, что все в полном порядке, ну, позволю себе напомнить, что на момент принятия окончательного инвестиционного решения о строительстве Таптанап средняя стоимость газа в Европе колебалась вокруг $200 за 1000 кубометров. Понятно, что сейчас сроки окупаемости сдвинулись влево. И если говорить с точки зрения калькулятора, ну, по-другому не скажешь. То, что происходит сейчас в степях Северного Причерноморья, Азербайджан вполне устраивает. В результате всего того, что Евросоюз сам над собой сделал, отказавшись от прямых поставок через Ямал-Европу, через Украину, взорвав северные потоки, совершенно неважно, кто взорвал, стоимость держится в 2 раза выше, чем расчетная, понятно, что окупаемость идет быстрее. Что касается увеличения объемов поставок, здесь есть только 2 варианта. Турция, компания «Боташ» отказывается от своих 6 миллиардов кубометров, которые для них зарезервированы, в пользу каких-нибудь европейских покупателей. Сделать это технически довольно сложно, потому что в соответствии с действующей в Европе целевой моделью газового рынка долгосрочные контракты запрещены. Только спотовые поставки, это не очень удобно, но тем не менее какое-то пространство для маневров там имеется. Боташ отказывается, Боташ находит каких-то покупателей европейских, как-то вот там что-то еще делает для того, чтобы нарастить. Но если увеличивать объемы кардинально, напомню, что летом прошлого года, после очередного визита чиновников из Брюсселя, которые объясняли Азербайджану, что нужно еще один газопровод проложить, президент Азербайджана, выпускник МГИМО, человек крайне корректный в эфире, отвечая на вопросы журналистов, выразился не самым дипломатичным образом. Нас что, за дураков держат? Долгосрочные контракты не подписываем, финансовое участие в строительстве нового газопровода принимать не хотим, тем не менее хотим получать от вас больше газа. При учете того, что зеленая сделка Евросоюза 2020 года, в котором английским по белому написано, что к 2050 году Евросоюз полностью отказывается от ископаемого топлива, возникает вопрос. Время на строительство газопровода нужно, сроки окупаемости неизвестны, поскольку крайне волатильны цены на газовом рынке. Построить газопровод, который просто не успеет окупиться, ну для чего? Если нет участия со стороны Евросоюза, значит никто в этот проект не верит.
Все. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.